Всем привет, с вами Таня Эра, я художник и преподаватель по образованию. Добро пожаловать на мой канал. Здесь я снимаю для вас уроки и мастер-классы, по которым вы сможете научиться рисовать с нуля. Уроки я снимаю последовательно, поэтому переходите к ним и учитесь рисовать вместе со мной. А сегодня у нас будет мастер-класс. Он подходит для взрослых и для детей любого возраста. Мы с вами напишем гуашью такого потрясающего милого котика. Я расскажу в этом уроке, как нарисовать котика. Материалы, которые нам понадобятся, это, конечно же, гуашь, водичка, палитра, карандаш и пластик и тряпочка для излишек воды, ну и кисти, разумеется. Прежде чем мы приступим к уроку, я вам напомню, что преподаю онлайн по всему миру и в городе Краснодар в своей мастерской. Информацию по урокам вы можете найти у меня на сайте или обратиться там по контактным данным в мессенджере. Я вам все расскажу подробнее. И мы с вами пообщаемся, если вам интересны индивидуальные уроки рисования вместе со мной. Также у меня есть Инстаграм, подписывайтесь на него, там я делюсь своей творческой жизнью, рассказываю, что у меня происходит, и анонсирую выходы видео на YouTube. Конечно же, на YouTube тоже стоит подписаться, ведь я веду его для вас и вдохновляюсь именно вашей обратной связью, вашими подписками и реакцией. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе выходящих видео. Оставляйте ваши комментарии и лайки. Также пишите, какой мастер-класс вам бы хотелось еще от меня видеть, и я постараюсь для вас его записать. Желаю вам удачи в этом уроке. Присылайте ваши результаты ко мне в Инстаграм, и я с удовольствием посмотрю ваши результаты и дам вам корректную, обратную, лояльную связь, чтобы вы понимали, в каком русле вам двигаться дальше и все ли вы правильно делаете. И обязательно учитесь рисовать и осваивайте базу рисования. А для этого вам нужно перейти в мои уроки, в которых я с нуля рассказываю, как рисовать. Поэтому мастер-классы — это здорово за мной повторять, но и учиться рисовать, понимать все моменты тоже необходимо. Поэтому не пренебрегайте этим, тем более я для вас с удовольствием записываю уроки. Переходите, смотрите их, учитесь рисовать вместе со мной. Ну что, поехали! Начнем мы наш рисунок, как всегда, с наброска. Для этого возьмем карандашик. Подходит для набросков карандашик HB или B, не слишком мягкие. Берем карандашик и намечаем крупненький овал в центре листа, немного оставляя снизу больше расстояния, чем сверху. Малым овалом справа мы обозначим головку. Абсолютно всегда мы начинаем рисунок с простых форм, уточняя в формате листа, где вообще у нас что будет располагаться. А потом эти крупные формы уже начинаем детализировать. Например, на головке мы добавляем 2 треугольных ушка по бокам верхней части. Оставляем довольно широкую лобную часть и рисуем ниже нее глаза, соединяя глазки носиком, рисуем носик и ротик, обозначая щечки по бокам. Можно их также наметить двумя овалами, в глазках наметить зрачки глаз и нарисовать нижнюю челюсть у котика под щечками. Снизу голова у котика приобретает более плоские формы и четкие, формируя щеки в 2 таких скругленных треугольника. Затем мы под головой добавляем лапки сложенные. У лапок рисуем пальчики. Здесь же возле лапок у нас будет идти хвостик. Он у нас пойдет по всей длине тела, имеет определенную толщину. Мы его рисуем где-то сантиметр или 1,5. Довольно такой лучше сделать пушистенький хвостик, и заканчиваем его слева. Далее, где у нас вот тут головка проходит, нарисуем складочку. Котик свернулся, образовалась складочка. Затем от головы сверху тоже намечаем спинку и ведем ее к складочке и к задней части кота, соединяя все эти моменты одной линией, которая будет повторять анатомические особенности кота, то есть она не будет ровной.
Обратите на нее внимание и попробуйте повторить. Проверьте карандашиком симметричность мордочки. Боковые части должны быть симметричны относительно глазок. Можно померить с помощью карандаша. Рисунок мы сделали, теперь можно приступать к работе цветом. Откроем гуашевые краски, возьмем палитру, кисточку среднего размера. Смешаем белую краску, добавим немного черной краски и капельку охры. Получаем такой теплый серый цвет. Еще добавлю белого, чтобы сделать его светлее. Так можно регулировать тон, высветляя его белой краской, затемняя, например, черной. Добавляем этот цвет несколькими пятнышками в области, где у нас котик согнулся, возле хвостика и в нижней части мордочки. Пятна у нас разного размера и формы. Подробнее о том, как смешивать цвета, вы можете найти на моем уроке. Он так и называется «Как смешивать краски, как получать цвета». Там можно поподробнее об этом узнать, если у вас с этим возникают сложности. Верхнюю часть головы котика сделаем более холодной, добавив немного синего цвета в наш оттенок. Далее добавляем больше черного цвета и кладем пятнышко рядышком сбоку на щечки. Затем в лобную часть тоже добавляем этот цвет. Далее высветляю, добавляя белый оттенок и пишу правую часть. Перехожу в носик, записываю носик. Заполняю верхнюю часть головы и перехожу плавно в ушки. На самом деле на этом этапе нам нужно избавиться от белой бумаги, сделать первый слой, подсушить его и затем заняться детализацией. Поэтому это у нас вовсе не окончательный вариант. На этом этапе мы решаем цветотональные отношения. Этот же серый цвет я добавляю на лапки задние, которые сложены у нас. Под головкой цвет будет темнее, там будут у нас падающие от головы тени, поэтому добавляем немного черного в серый оттенок, а далее снова светлый цвет. Начинаем записывать и нашу спинку, используя все те же серые оттенки. Где-то можно добавить чуть больше черного, где-то чуть больше белого, чтобы совмещать разные оттенки серого друг с другом. Таким образом у нас получится очень живописная история. Возле ушка левого участок можно взять прям посветлее, добавив туда белый цвет побольше. И также у нас спинка над головой будет довольно светлой. И добавим пятнышко возле правого ушка. Затем снова используем темно-серый цвет, записываем спинку и нижнюю часть хвоста сверху оставляем пока белую бумагу. Там мы используем светло-серый оттенок, чтобы показать цвет. Лапки у нас тоже правая будет прописано темным серым снизу. Этот же серый, высветлив немного белой краской, мы добавляем в область под глаза. Немного затемняем над левым глазиком носик и добавляем светло-серый цвет на хвост. Наносим такими прерывистыми мазками, стараясь сформировать также фактуру шерсти кота, потому что он у нас не гладенький, а пушистенький, состоит из шерсти. Поэтому мазки мы наносим по форме роста шерсти, подчеркивая ее. Также немного выделяя фактуру белую с красным, смешаем, добавим немножко серого. Получаем такой грязный розовый оттенок, пыльные розы. Можно взять кисть поменьше, добавить еще белого, чтобы прописать внутреннюю часть наших ушек. Добавим чуть больше красного в серый и пропишем темно-бордовым оттенком носик. Лапку, которая у нас осталась, сделаем светло-серым цветом, немного темнее, чем наши щечки на мордочке. Этот же цвет используем на свет у правой лапки, которая в тени взята чуть потемнее. Эту тень мы как раз продлеваем немного с правой стороны, показывая, и добавляем также тень на лапку слева, подчеркивая немножко пальчики у нашего котика. Добавляем свет и пока оставляем. Добавлю еще черного, чтобы получить темно-серый оттенок.
чтобы добавить падающую тень от мордочки на лапки и отделить их от мордочки. Немного растягиваем тень более светлым серым оттенком, делая растяжку тона. Сейчас смешиваем черный потемнее и добавим нашему котику полосочки. Начинаем с хвоста. Делаем пятнышки на хвостике в виде таких полосочек. Они будут разной ширины. Обязательно не делайте ровную линию, чтобы показать фактуру шерсти. Я делаю отдельными штрихами, так полусухой кистью, можно сказать, чтобы образовывались такие интересные эффекты. На задней части котика у нас будет темная попа, а также тени в виде полосок как раз добавляем на заднюю лапку, которая у нас возле хвостика находится, и под мордочкой. Полосочки также мы добавляем на спинке и на шее котика. Прямо они будут располагаться по форме. Полосочки добавляем на лобике, 3 штучки, под глазиками тоже. Тут использую более светлый оттенок серого и добавляю на свету не черным цветом полоски, а серым. Дописываю лапку справа, чтобы она темная оставалась только снизу. На лапке, которая на переднем плане, мы темным серым сделаем пальчики, выделим. Затем займемся ушками светлым серым. Их выполним от головки, соединив. Для глаз смешаем зеленый оттенок, начиная с белого, добавим немного желтого цвета и затем холодного зеленого изумрудного цвета. Пишем глазки и оставляем их подсыхать. Светло-серым оттенком, смешав чистый белый, добавив в него немножко черного, мы начинаем создавать светлые пятнышки на мордочке и немножко ее уточнять, показывая, где именно у нас располагаются темные полоски, какого они будут размера, а где у нас белые пятнышки. Возле глазок добавляем беленькие пятнышки, возле носика и также по бокам мордочки, немножко на верхней части головы, немного уменьшая по размеру наши полоски. Затем мы смешаем темно-красный цвет с серым и начнем добавлять тени внутри ушка. При этом старайтесь оставить такой пушок в ушках более светлым оттенком, который был нанесен до этого. Так у нас тоже появится фактура шерсти внутри ушек. Черным с добавлением немного белого мы начинаем прорисовывать глазки. В уголке глазика у нас будет такая заостренная как бы стрелочка, и затем глазик мы обводим по контуру, стараясь это делать очень аккуратненько, и линия должна быть разнообразной по ширине, то есть она не везде будет жирненькая, где-то она идет на сужение, где-то на расширение. В уголках глаз с внутренней стороны будет более сильный темный участок. Так глазки будут смотреться живо и естественно. Этим же цветом можно добавить ноздри в носике и сделать от носика полосочку вниз, которая идет к щечкам. Далее более светлым оттенком, добавляя белый, мы уточняем наши щечки, прорисовывая ротик. Черным цветом рисуем зрачки глаз вертикально, они будут узенькими. Сделаем темные полосочки под глазками, черным плюс серый немного. На носике слева нанесем тень более темным серым, а справа свет более светлым серым, добавляя белила. Также мы должны выделить щечки беленькие, которые возле носика. Таким образом мы их высветляем светло-сереньким, а возле них, наоборот, нужно затемнить шерстку, добавив
чуть черненького и сделав тени. Также продолжаем создавать пятнышки, которые у нас мордочку формируют. Светлые пятнышки добавляем возле глазок и сбоку на щечках. Не те, которые возле носика, а которые по краю головы, щечки из шерсти. Добавляем серый средний над глазками на нижней челюсти, чтобы она тоже была в тени. А щечки, которые возле носика, они самые светлые на свету. В области бровок тоже делаем белым цветом практически пятнышки. На лобике добавляем несколько светлых пятен. И немножко хвостик дорабатываем светло-серым цветом, добавляя светлые полоски и немного усиливая фактуру шерсти. Как бы по средне-серому более светлый серый берем с добавлением белого и короткими мазками, штришочками, можно так сказать, их наносим, получаем шерсть. И затем пишем нашу спинку, лапку заднюю таким же образом, проявляя свет на выступающих поверхностях. И обязательно от этого светлого создаем растяжку к темному. Делаем темные пятнышки в месте, где у нас котик сворачивается вместо изгиба. На задней лапке добавляем также полосочки по форме, то есть немножко дугообразно. Свет еще раз более светлым оттенком показываем штришочками, чтобы передать фактуру шерсти, и затемняем место, где у нас котик сворачивается. Тут также будут пятнышки темно-серые, можно их добавить. Затем создадим немного фона. Для этого я беру белый, смешаю немного с охрой и добавлю капельку черного, чтобы сделать оттенок более спокойным. И начинаю добавлять этот фон вокруг котика. Я использую разные оттенки, где-то добавляю больше желтого, где-то больше охры, где-то белила будут с правой стороны, например. А с левой теневая часть, там я сделаю более насыщенный цвет охры с добавлением черного. А на переднем плане сделаю более яркий желтоватый оттенок с добавлением белил и более теплый. Вы можете на фоне создать все, что угодно и сделать его каким угодно. Можно изобразить котика на лежаночке, можно в окружении игрушек. Здесь вы можете проявить свою фантазию, а я просто сделаю фон, чтобы вас не отвлекать и чтобы у вас появились свои идеи, что будет вокруг котика, где он находится, чем занимается. Я за то, чтобы у вас формировался ваш творческий процесс, самостоятельный, индивидуальный. Так рождаются картины, которые никогда не повторятся, чтобы у нас с вами не было одинаковых картинок. В завершении мы делаем мелкие детали, такие как усики, блики в глазках. Можно сделать белой краской. Используйте для этого тонкую кисточку или крупную кисть, но с очень тонким кончиком, чтобы вы могли регулировать линию по ширине, по толщине ее. Делаем усики по бокам на мордочке. Добавляем также бровки, тоже длинными линиями, аккуратными. Блики в глазки мы делаем для того, чтобы взгляд был более настоящим и живым. Сразу преображается взгляд. Темно-серым можно подчеркнуть усики в области, где мордочка белая, чтобы их выделить там. Также и бровки над глазками тоже можно с темным серым. Добавляем оттенок этот и выделяем их таким образом, потому что белое на белом очень плохо видно. Так что используем и черный, и белый цвет для усиков. Затем добавляем такие маленькие точечки на мордочке. В области усиков они располагаются.
Наш рисунок практически готов. Вы можете завершить какие-то детали, которые, как вам кажется, нужно завершить, что-то подправить на этом этапе. Завершающее можно добавить блик на носике, свет на носике, светло-персиковым оттенком, также тени в глазки, сделать более темно-зелеными. Именно в верхней части, так они будут еще более объемными. Можно их прописать по принципу шара. О том, что такое принцип шара, вы можете узнать на моем уроке. Он буквально там один из первых, как рисовать объем, шар. Это самое важное в рисовании, наверное, потому что очень много объемных форм круглых, которые именно прорабатываются по принципу шара. Так что обязательно заходите на мои уроки, смотрите их и учитесь рисовать не только срисовывая по мастер-классам, но и самостоятельно, чтобы уметь изображать все, что вам захочется. Ушки тоже немножко беленького цвета добавляю, небольшого пушка аккуратненького. И их кончики делаю светленькими на переднем плане, чтобы выделить на нас. Что у вас получилось, мне очень интересно посмотреть, поэтому не стесняйтесь и присылайте ваши работы. Можно их прислать, например, в директ Инстаграма. Ссылку найдете в описании к видео. Уверена, у вас получились замечательные работы. Вот и подошел к концу наш мастер-класс. Мы с вами нарисовали потрясающего котика гуашью. У каждого из нас вышла своя какая-то картина, свой котик, может быть, вы использовали свою расцветку. Мне было бы это очень интересно посмотреть. Так что присылайте ваши результаты ко мне в Инстаграм. Я вам дам обратную связь, лояльную, корректную. Поэтому не бойтесь и не стесняйтесь. Буду рада вас видеть. Напомню, что на моем YouTube-канале также вы найдете уроки по рисованию, базу рисования, по которой можно научиться рисовать самостоятельно, а не только рисуя вместе со мной по мастер-классу. Поэтому переходите и учитесь, опять же, вместе со мной. Подписывайтесь на мой Инстаграм, там я рассказываю о своей творческой жизни и делюсь анонсом выхода видео на YouTube. На YouTube тоже нужно подписаться, поставить колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео и знать, когда они выходят. Также оставляйте ваши комментарии, вашу обратную связь, она для меня очень важна. Ну и ставьте лайки. По поводу уроков вы можете найти информацию на моем сайте, указанной по ссылке в описании к видео. Подаю онлайн по всему миру, а офлайн в городе Краснодар, в своей мастерской. Буду вас рада видеть и на уроках, и на мастер-классах, в комментариях, в своем Инстаграм. Поэтому до встречи на следующих уроках. Всем пока-пока.